Друзья, всем привет! Как вы видите, 21 главу я никак не могу пройти. И вот я подумал, что сегодня именно тот день, когда, в принципе, ее надо попробовать пройти. У меня уже были попытки прохождения этой главы, но они никак не поддавались, несмотря на то, что у меня много атаки. Но, ребят, скажу вам так, что с появлением нового оружия и Хеликса в костюмчике, я думаю, что в принципе 14 тысяч мне более чем достаточно для прохождения этой главы, потому что я знаю, что некоторые ребята проходили даже с 12 тысячами атаки. Так что я думаю, что сегодня именно тот день и тот момент, когда я смогу все-таки ее пройти. Также для прохождения этой главы важно получать топовые скиллы. Вот, например, стрела вперед, я считаю, что это один из топовых таких навыков, который вам может упасть. Ну и, ребят, конечно же, это оружие. Даже на эпическом состоянии этого оружия это более чем достаточно для прохождения любой главы. Вы смотрите, как он расстреливает просто первого босса. Вообще превосходно. Ну и вы знаете все прекрасно, что у Хеликса есть своя способность, это ярость. И когда у меня будет становиться мало хп, то Хеликс будет бить еще больше. Я думаю, что я все-таки буду подбегать к боссам в упор, особенно когда я буду проходить немножко дальше, и нож будет просто его уничтожать. Ну вот вы видите, что делает этот нож. Это просто демонический меч Град, вообще просто разносит в хлам. Посмотрите, я даже не знаю, по 90 тысяч вылетает, и это фиолетовое всего лишь оружие. А что будет, когда он будет древнелегендарный? Вау, ребят, я действительно очень сильно хочу поднять его до древней легенды, но, к сожалению, дроп не такой большой. Хотя, ребят, у меня есть еще 250 неоткрытых золотых сундуков, и я вас просил набрать 500 лайков под тем видосом, там, где я открывал уже фиолетовые сундуки, чтобы попробовать открыть еще и эти 250 и получить как больше можно демонического мечграда. Но вы, к сожалению, не смогли набрать то количество лайков, которое я вас просил. Там всего не хватает около 80. И я думаю, как только там циферка преодолеет 500, я сразу буду открывать 250 сундуков, ребят. Вы думаетесь? Я думаю, что как минимум один идеально эпический у меня должен быть. Хотя, ну, все будет зависеть от рандома. Двигаемся дальше, ребят. Смотрите, скиллы у меня более чем хорошие. Пока прохождение очень хорошее. И вот в этой главе действительно очень подходит Хеликс. Я знаю, что много кто из ребят проходил эту главу посохом. Я вам тоже, в принципе, советую им проходить посохом, если у вас нету демонического меч-града. Если у вас все-таки есть демонический меч-града, вы даже можете на синий градации попробовать пройти это испытание, потому что я думаю, что даже синее оружие можно отлично здесь использовать. Ну, вообще, я не знаю, разработчики, возможно, в дальнейшем пофиксят это оружие, но оно на данный момент, ну, я не знаю, мне просто не передать словами, насколько это очень и очень круто. Вот наша любимая медуза, ребят, которая все фармят, да, для фермы, потому что она дает очень хорошую атаку. И когда вот они вместе, два босса, тоже режутся, они превосходны. И восстановление хп тоже очень классно происходит. Я вроде убил двух боссов, а хп у меня обратно остается 55 тысяч. Ну, в принципе, я думаю, что сегодня я должен справиться с этой главой, потому что до этого я уже пробовал ее пройти, не знаю, наверное, раз 20 или 30, да, может даже 40. Я к ней очень сильно привык уже, и это тоже очень важный факт прохождения любой главы. Ваша задача как можно больше играть в той главе, которую вы не можете пройти, потому что вы привыкаете к этим боссам, мобам, и вы уже знаете, какие у них летят снаряды, куда они летят, какое передвижение, и это вам намного проще будет для прохождения. Наверное, тут, ребят, возьмем неуязвимость, потому что это очень классный скилл, особенно когда на тебя летят боссы, и одна тычка у них забирает у вас, ну, там, 5-7 тысяч хп. Неуязвимость будет очень хорошо. Я думаю, что оно сыграет очень хорошую роль в прохождении этой главы. Так, следующий босс, в принципе, очень слабенький, ребят. Здесь главное просто уворачиваться от снарядов первого босса и от снаряда второго. Второй, ну, я не знаю, я могу так сказать, что, наверное, вот это самый слабый босс, которого можно было нам дать в 21 главе. Давно не проходил уже главы, давно не было роликов с прохождением той или иной главы. Сейчас я попробую пройти 21 главу, ребят. А дальше, в скором времени, я думаю, что буду вам записывать ролики уже по 22, по 23, по 24. Ну, а остальные главы оставим на потом немножко. Да, демонический меч Град — это просто, ну, что-то мега потрясающее, которое разрабы нам ввели. Оно превосходно
показывают себя как с дальней расстояния, так и с ближнем расстоянии. Напишите в комментариях, ребят, у кого уже есть Синген и как он себя ведет вот с демоническим мечградом. Сейчас вы можете увидеть, какие у меня скиллы всего присутствуют. Не такие, что прям очень-очень классные, но, ребят, в принципе, нормальные. А вот эти два босса тоже, от них надо бегать. Вы все прекрасно понимаете, что после броска они начинают так прыгать, да, то есть немножко прыжок делает. И, ну, не сильно с ними удобно, но хотя вот с демоническим мечградом он режет очень хорошо в ближнем бою. И смотрите, я их убиваю, и у меня все равно остается тех же 55 тысяч хп. Сегодня, походу, будет явно тот день, когда я смогу наконец-то преодолеть 21 главу. И, ребят, напомню, что это обычный режим, это далеко еще не героический режим. Но я думаю, что, в принципе, что героический, что обычный будет проходиться довольно-таки легко. Сейчас у нас Медуза один босс, и второй босс, ребят, Ведьма. Это, наверное, два таких самых хороших босса для фермы. Они дают оба очень хорошую атаку, так что если вы не знаете, кого фармить, можете фармить этих двух боссов. Особенно, ребят, если вы дошли уже до 21 главы или прошли. Вот. Так что такой вам совет. И сейчас мы добиваем первого, второго босса. И я думаю, что это предпоследние боссы. И уже совсем скоро будет, ребят, финальные боссы. И я смогу их добить и пройти 21 главу. Что здесь очень хорошо, ребят, тоже подходит. Ну, я думаю, что здесь нужно большое количество хп. Вы можете взять по броне, наверное, мантию тени или светлую мантию. Они очень хорошо будут заходить. Также плащ призраков будет также очень хорошо подходить, потому что при том, как они вам будут наносить урон, я имею в виду боссов, они будут станиться. Так что это тоже очень-очень круто. Да, ребят, это финальный босс, 2 краба. Вы вспомните, как совсем недавно 16 глава, обычная геройка была мега сложная, потому что там были крабы, и с ними очень сложно было воевать. Но, в принципе, первого краба я уже добил. И я не рискну идти ко второму крабу в упор, просто буду расстреливать его с расстояния, чтобы добить и пройти наконец-то эту главу. Ну, походу, ребят, все. Да, это 10 этаж, и наконец-то 21 глава подкорилась мне, я ее прошел, и действительно очень и очень круто. Давайте выходить отсюда, и я так понимаю, что следующая глава на очереди у меня будет 22. Ну, а также посмотрим, что вообще с этой главы упало. И я так скажу, что эта глава, если вы уже очень хорошо прокачаны, будет классно вам подходить для фарма тех или иных боссов. Тут есть червь, тут есть ведьма, тут есть медуза, так что глава просто суперская. И да, ребят, нам открывается 22 глава, выглядит она, конечно, потрясно, вообще превосходно, я еще в нее не ходил, но точно в нее пойду совсем-совсем уже скоро. Давайте я не буду забирать вот эти плюшки, потому что все-таки 5 энергии сейчас тратить не хочу. Заберем только, что я прошел 21 главу. Вот эти бонусы в размере 10 кристаллов и еще немножко. А также вы можете посмотреть, с чем я проходил. Ну, по сути, 2 кольца быка, 2 крылана, да, браслет быстрой стрельбы, медальон обезьяны, книга совы, мантия тени и новый меч-град, демонический меч-град. Одно из топовых оружий, которое вообще есть сейчас в игре. Да, наверное, самое топовое, особенно прохождение глав или просто фарма. В PvP режиме мне как-то не особо он зашел, но если вам зашел, напишите, может, я как-то неправильно играю или что-то не то делаю. Ну что ж, ребят, таким получился ролик. Давно уже у нас не было прохождения той или иной главы. Сегодня этот ролик есть. Поставьте свои жирные лайки этому видосу, чтобы видос продвигался в топ. А также не забывайте подписываться, потому что нас, я думаю, что совсем скоро уже будет около 7000 человек на канале. Вам всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.